Всем привет! Привет, привет! Мы находимся на военной базе полуострова Ки-Вест, Флорида. Мы будем наблюдать авиашоу. Сейчас мы находимся на авиабазе. Посмотрите, огромный грузовой самолет. Все в обычной доступе. Видите, люди гуляют, ходят, все трогают. Музыка играет. Какой-то интересный вертолет стоит. Сейчас пойдем посмотрим. Сейчас мы все тут потрогаем. Привет, друзья! Сегодня у нас необычное видео. Дело в том, что не так давно я посетил военную базу на полуострове Ки-Вест, где мы смотрели авиашоу, а также нам представилась возможность взглянуть на военную технику США. И самым впечатляющим экземпляром оказался Boeing C-17 Globemaster III. Это американский стратегический военно-транспортный самолет, разработанный компанией McDonnell Douglas Boeing. Данный самолет обычно выполняет стратегические воздушные перевозки грузов и войск, а также тактические миссии, перевозку больных и сбрасывание с самолета грузов. Си-17 стоят на вооружении ВВС США, Королевских военно-воздушных сил Великобритании, Австралии, Канады, военно-воздушных сил Катара, Объединенных Арабских Эмиратов, Кувейта, Индии и тяжелого авиатранспортного крыла НАТО. 30 ноября 2015 года стало известно о прекращении компании Boeing производства Си-17 Globemaster III. В этот день на предприятии в Лонг-Бич, Калифорнии, выкатили последний серийно военно-транспортный самолет. Причина прекращения сборки – финансовая. Авиапроизводитель пришел к этому решению в 2013 году из-за отсутствия крупных заказов на поставку самолетов этого типа. Так, вот мы поднялись в кабину. Can you hold the camera for me, please? Yeah, it's recording right now. Thank you. Hi, how you doing? What is this, like a wheel? This one? Yeah, that's the stick. That's the flight control stick. So we'll fly with that. Obviously, we control the ailerons, the spoilers, the elevators. Yeah, go ahead. So that's Yeah, it's a little bit hard to. Yeah, that's going. nose up? Yeah, that's nose down. That's nose up when you pull it back. Obviously, left, right. We'll bank the aircraft left and right. The throttles are right there. We have 4 throttles. You see the 4 throttle quadrants that are pushed forward here. They're right here. These are our throttles. So we have 1 for each engine. There's 4 of them, so you can actually push 1 up at a time. And if you pull them up and back, they actually go into reverse. So if you pull them and you lift them up and pull them back, it will go into reverse. So we can actually back the aircraft up. This is our flap handle. That's our gear handle over there. That glass in front of you is our heads-up display. So it brings all of our flight instrumentation just right in front of our face. So we're not, looking down at our, what it would be a standard like kind of 6-pack of instruments. On the left side of you is the rudder tiller. So that little wheel that's to the left of you, that's how we steer the aircraft on the ground. So you can actually turn it left and right, and that's how we turn the aircraft. Это ручка для поворота, видите, самолета влево-вправо. Офигеть. Давайте взглянем на тактико-технические характеристики. Экипаж самолета составляет 3 человека, 102 снаряженных военнослужащих, 48 носилок с ранеными, 3 вертолета АН-64 «Апач», десантируемые платформы с техникой. Длина самолета 53 метра, размах крыла 52, высота 16,8, колея шасси 10,27, база шасси 20 метров и 6 сантиметров. Площадь крыла составляет 353 квадратных метра. Масса пустого самолета 122 тонны и 16 килограмм. Максимальная взлетная масса 265 350 килограмм. Максимальная полезная нагрузка 77 500 килограмм. Емкость топливных баков
134 556 литров. Каковы же летные характеристики этого Боинга? Максимальную скорость Си-17 развивает на высоте 8534 метра, что составляет 833 км в час. Крейсерская скорость на малой высоте 648 км в час. Перегоночная дальность полета 8710 км. Дальность полета Си-17 составляет с грузом массой 56 тонн 5190 км и с грузом массой 76 тонн 4445 км. Максимальная высота реального применения самолета 13 715 метров. На протяжении более 10 лет команда Boeing Си-17 снижала стоимость на самолет в среднем на 40%, сохраняя при этом лучший в своем классе показатель полетов на уровне 85% и более. Обладая полезной нагрузкой в 164 900 фунтов, Си-17 может взлетать с аэродрома 7000 футов, пролетать 2400 морских миль и приземляться на небольшом аэродроме площадью 3000 футов или меньше. Высокая стоимость самолета Си-17А заставляет фирму в целях расширения рынка искать дополнительные области применения машины. В середине 90-х годов был предложен гражданский вариант Globemaster III MD-17, лишенный специфических военных систем и оборудования. Однако информация о получении контрактов на эту машину отсутствует. MD-17 Globemaster III – это транспортный самолет сил особого назначения, разработанный американской корпорацией Boeing, компанией McDonnell Douglas. Самолет предназначен для использования с малых аэродромов. Основная модификация самолета имеет военное обозначение Си-17 Globemaster III. Серийное производство начато в 1994 году. Помимо военной техники, на авиашоу нам также удалось посмотреть на этот грузовик. Насколько я услышал и понял, у него 36 тысяч лошадиных сил. Посмотрите, какие установлен реактивный двигатель сзади. Смотрите, что в салоне у него там, а? Это просто сумасшедшая защита. Да. 36 тысяч хорспауэр. 36 тысяч. Скорость более 300 миль в час развивает. Офигеть. И этот вот грузовичок перевозили в этом прицепе. Смотрите, даже прицеп специально для него сделанный. Это просто класс. Давайте еще раз обойдем на него и посмотрим внимательно. Это очень круто. Я прям в восторге. Возле каждого воздушного судна вы можете подойти к действующему пилоту и пообщаться, задать ему вопросы, насколько сложно управлять этой техникой, как тяжело научиться и любые вопросы, которые вы захотите. Смотрите, какая система здесь стоит. Это, видимо, система навигации, наведения орудий. Вот это, видимо, дуло пулемета. Всякие датчики, сенсоры стоят со всех сторон. И самое крутое, что реально эта вся техника, она рабочая. То есть это не музейные экспонаты. И вы можете в них сесть, потрогать, пощупать. Это круто. Ребята, давайте залезем в кабину вертолета боевого. Посмотрим, как здесь внутри. Я, конечно, кулем, эту ногу надо было вот так засунуть. Значит, вот это рычаг управления. Здесь, видимо, пилот видит все
данные на своих приборах, на компьютерах. Это мониторы для пилота, для первого, это для копилота. И здесь вся полностью приборная панель, вы видите. Сзади грузовой отсек и пассажирский, там где сидят оставшиеся члены экипажа. Весь потолок тоже в приборах. Здесь вот так вот обзор у пилота. В общем, выглядит просто сумасшедше. На самом шоу, что было представлено на полуострове Кей-Вест, было очень много единиц военной техники, которые находятся на вооружении ВВС США. Нам очень понравилась эта выставка, это шоу. Мы получили огромное, колоссальное удовольствие. И самое что интересное, что люди, приехавшие посмотреть, были не только из штата Флориды, там были люди со всей Америки. Также создатели и организаторы шоу проводили бесплатную лотерею, главным призом в которой был пикап-трак 2019 года, абсолютно новенький с завода. И можно было заполнить бесплатную анкету на участие в лотерее. Также помимо главного приза разыгрывались какие-то дополнительные призы. И что оказалось самым интересным, через 2 месяца нам позвонили и сообщили, что мы выиграли вместе с женой поездку на двоих на круизный лайнер. То есть поездка на Багамские острова на 2 дня. Действительно, американцы делают очень грандиозные шоу и плюс еще и хорошие подарки. Друзья, таким было сегодняшнее наше с вами видео. Если вам понравилось, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал и оставайтесь на канале вместе со мной. Спасибо большое за просмотр и до новых встреч. Всем пока!